Друзья, мы с вами люди образованные и знаем, кто такие Кинг-Конг, Гонконг и Меконг. Первый – очень большая обезьяна из воображения своих мелких сородичей. Второй – город. Тоже очень большой. Третий – река, и тоже не маленькая. А вот кто такой Майконг, знают единицы. Встречайте Майконга, или саванную лисицу. Хищное млекопитающее семейства псовых. Единственный современный вид имени себя. Родовое название в переводе с греческого означает «хитрая собака», а видовой эпитет – «шакал». Потому что у людей с воображением, как обычно, не очень. А Майконг внешне им напоминает шакала. Майконг же на самом деле не собака и даже не шакал, а лиса. Или нечто такое среднее между лисой и собакой. Но все-таки ближе к привычной для нас Патрикеевне, хитрой и коварной. Обитает Майконг в Южной Америке. И живет он там очень даже неплохо. Во всяком случае, так утверждают многочисленные всемирные организации по охране животных. А эти организации такие, что если какая-то животинка вдруг где-то попытается исчезнуть с лица земли, то они тут же поднимают шум и начинают собирать деньги на спасение этой зверушки. Правда, шум и сбор денег от истребления животных спасают крайне редко, к сожалению. Но вернемся к Майконгу. Майконг истребляться не желает и самостоятельно прилагает усилия по сбережению собственной шкурки. Первые лисособаки, по свидетельству палеонтологов, появились около 5 миллионов лет назад на североамериканском континенте. Потом им там что-то не понравилось, возможно, похолодало, и они переселились в Южную Америку, и там уже обосновались окончательно. На сегодняшний день ареал майконгов – это Уругвай, Парагвай, Колумбия, Аргентина и Венесуэла. То есть те самые страны, где до мелкой хитрой лисицы никому нет никакого дела. Даже ее шкурка никому там не нужна. Хотя бы по той причине, что на улице и так жарко, да и красоты она посредственной. Для большей гарантии собственной безопасности майконги селятся в пампасах, предпочитая заросли колючих кустов. Там их точно будет сложно найти всяким там приматам. Кстати, такой же прием спасения от двуногих использует соседка майконга пампасская кошка. Размеры майконги имеют достаточно скромные, близкие к размерам привычной для нас лис. Длина тела чуть больше полуметра, плюс хвост сантиметров 30, вес килограммов 5-7. Спина светло-серая с черной полосой, остальное тело такое же рыжее, как и у кумушки, героини народных сказок, и с такими же черными носками на ногах. И морда такая же, нахальная и хитренькая. Майконги по праву могут называться родственниками лис, ибо, как и свои родственники, норы они рыть не любят, но предпочитают жить под землей, поэтому нагло занимают чужие квартиры, отыскивают брошенное жилище или выгоняют прежнего хозяина на улицу. Что касается питания, то тут тоже все весьма интересно. Другим названием лисица-крабоед майконг обязана своему меню. Хотя майконги являются практически всеядными, как и все лисы, они особенно любят полакомиться крабами и другими ракообразными. Ничего удивительного в этом нет. Крабы вкусные и полезные, все это знают. И не исключительно, что какая-нибудь сибирская чернобурка тоже с удовольствием питалась бы от случая к случаю крабами. Вот только до океанского берега ей слишком далеко. Также майконг охотно ест ягоды, овощи и фрукты. Фиги, бананы, манго. Иногда похищает цыплят и уток. Не брезгует падалью. Рацион сильно зависит от времени года. Интересно то, что когда майконг сыт, он прекращает охоту на кроликов и прочих ушастых грызунов и переходит исключительно на насекомых. Возможно, бережет фигуру. Кстати, за это многие фермеры ценят майконга и не стараются его истреблять. Ведь он действительно является грозой вредных для сельского хозяйства насекомых и, уничтожая их в большом количестве, приносит ощутимую пользу. Это животное достаточно легко приручается, поэтому в деревнях Венесуэлы или Уругвая довольно часто можно встретить живущего в доме майконга вместо собаки. Но вот беда. Как и обычные лисы, майконги часто становятся переносчиками бешенства. Правда, вспышки бешенства приходятся обычно на периоды засухи. И вот тут тем майконгам, кто не успел сойти с ума, лучше всего убираться подальше от человеческих жилищ, потому что на них начинается самая настоящая охота. Боятся люди бешеных лисиц, что логично. Майконг – моногамное животное, как и
почти все лисы. Однако биология размножения изучена слабо, только по животным, содержащимся в неволе. Майконги обычно размножаются 2 раза в год с промежутком в 7-8 месяцев. Беременность длится от 52 до 59 дней. Пик рождаемости приходится на январь-февраль. Выводки обычно от 2 до 5 щенков, весящих по 120-160 грамм. Шерсть у них темно-серая с рыжеватым пятном на животике. К 35-му дню окрас меняется на взрослый. Глаза у щенков открываются на 14-й день. К 30-му дню они начинают поедать твердую пищу. Ухаживают за щенками оба родителя. К 90-му дню детеныши становятся самостоятельными, а в возрасте 8-12 месяцев достигают половой зрелости. В неволе майконги доживают в среднем до 11 лет. А как вы думаете, стал бы наша рыжая лисичка Патрикеевна есть крабов? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!